Здорово. Очередное включение с Пхукета. У нас по-прежнему отличная погода. Вот. Но единственное, немного поддувает ветерок. Вот. Сейчас дойдем до моря. Вот. Посмотрим, какая там обстановка. Вот. Но я думаю, это нам не помешает поснорклить. У нас с собой ласты, маски. Но единственное, если волна очень большая, конечно, Бубочка сегодня вряд ли поплывет. Но он максимум около берега. Вот. А я сплаваю подальше. Там есть классный мыс. Вот, туда реально очень сложно попасть, вот, и можно только таким партизанским способом, так сказать, через воду в ластах туда добраться. Вот. Но место очень интересное, проплывал там на Покрафте, куча камней, было много поклевок. Вот, интересно, что там между камнями, вот, кого можно ловить. Вот. Но если место будет классное, конечно, туда надо будет еще сгонять, порыбачить. Но сегодня такой разведочный день, так сказать. Сегодня пополняю рыболовные точки новыми перспективными местами. Вот, смотрите дальше. Я уверен, что будет очень красиво и интересно, вот, потому что место такое очень привлекательное, ребята. Там вода прозрачная, вот, классно все видно, рыбы должно быть много, вот, поэтому обязательно смотрите, все вам покажу. Ребят, смотрите, какая классная дорога до пляжа. Мы сегодня пошли немного другим путем. Вообще, конечно, одно удовольствие в таких местах находиться. Какая красота, а? Тут тенечки еще классно идешь. Сильно солнце не припекает. Одно удовольствие. Ладно, ты сегодня пойдешь с ластами плавать? Если не будет волн. А если волны будут, то что, испугаешься? Может же об камни разбиться? Ну, вообще правильно, да. Лучше быть осторожней. Обалденно. Идешь вот так вот. На пальмах кокосы растут. Вот реально, можно было, вот если не лень было бы, сейчас залезть, нарвать кокосов и наслаждаться, так сказать, ценнейшим, полезнейшим природным продуктом. Вообще обалденно. Растут, нафиг никому не нужны. Тут даже кафешки некоторые, которые работают, кокосы продают, представляете, даже они их не рвут. Ну, видимо, все это копейки стоит, ну, в закупке. Пальма, ну, недалеко, собственно, пляж, куча всяких кафешек. Вот, смотрите, вся пальма улеплена кокосами. Они уже желтеть начали, но это значит, что давно никто не срывает. Скоро будут сами падать. Смотрите. Вообще никому не нужны. Да, кстати, на всякий случай напомню про розыгрыш, да, который будет произведен, когда я наберу 1000 подписчиков. 10 тысяч рублей получит один из подписчиков. Правила розыгрыша расскажу, соответственно, ближе уже к 1000. Вот. Ну, я думаю, просто выберем одного счастливчика из подписчиков. Вот. И я ему на карту переведу 10 тысяч рублей. Вот. Так что смотрите, ребят, внимательно. Не пропустите, да, когда будет происходить розыгрыш. Вот. Обязательно подписывайтесь, чтобы принять в нем участие. Сегодня идем новым маршрутом. А вокруг вот такие вот обалденные пальмы. Вообще просто какие-то райские места, ребят. Смотрите, а там бушует море. Вообще великолепно. Вау. Вообще, вот эти деревья, прям как будто они рисованы. Но я вас уверяю, это все настоящее. Да, такая тропинка классная. В тенечке, одно удовольствие. Сейчас мы должны в конце этой тропинки видеть очень красивый пляж. А в конце пляжа там будут камни, скалы. Вот там, собственно, и будем сейчас снорклить. Ребят, чтобы нам попасть в нужное место, надо будет сейчас спуститься по вот такой вот отвесной дорожке. Сейчас я буду спускаться метров 5, а потом своих ловить. Ну и так потихонечку, я думаю, вниз спустимся. Если, в общем, вы увидите этот ролик, то знаете, что мы дошли до нужной точки. Так, давайте, ребята. Аккуратно. Так, я вас ловлю. Ланочка, давай руку. Давай. Вот сюда, где бревно, вставай. Так, раз. Бубочка. Давай руку. Так, два. Бубочка. Смотрите, ну у всех пока хорошее настроение. Как тебе, Ян? Класс. Наш тайный пляж. Я только рада по каким-нибудь закоулочкам пролезть. Скажи честно, ты откроешь тайну, расскажешь кому-нибудь про наш секретный пляж? Или клянешься хранить ее вечно
Клянусь хранить. Пока какой-нибудь Пока тунец не выйдет ролик на ютьюбе. Пока какой-нибудь тунец не разлучит нас. Да? Ну все, ладно, хорошо. Ребят, ну вы сами слышали, что Яна обещала хранить тайну об этом пляже, поэтому про этот пляж будем знать только мы с вами. Я-то вам расскажу. Смотрите дальше. Ну вы как, скалолазы? Класс. Классно вам, да? Супер. Да, ребят, Пойдем смотрите, куда вот вниз потихонечку. сейчас мы будем спускаться. Дальше. Тут кто-то веревочку натянул. Дай бог вам здоровья, кто здесь веревочку натянул. Без веревки вообще было бы нереально. Ребят, ну дальше уже снимать буду снизу, потому что ну, нужны две руки, реально тут опасно, надо еще девчонкам помогать. Моя команда проверку прошла. Смотрите, спустились. Смотрите, какое красивое место. А? Класс. А вот здесь вот в камнях, ребят, много рыбы. И вон с той стороны тоже. Сейчас будем пробовать, посмотрим. С этой стороны будем нырять рестой. Вот. Но самое главное, я думаю, рыбу вам покажем. Конечно, море баламутит, вот, песок поднимает, но я думаю, видимость какая-то все равно будет присутствовать. Конечно, сегодня ветерок волну нагоняет, ребят, но все равно очень красиво. Смотрите, какой классный пляж. Вон бубочки мои идут. Бубочки! А где Ланочка? Чего Ланочку не видно? А, вон она спряталась. Сейчас мы будем искать место, где много-много рыбы. И вам обязательно покажем, ребят, смотрите, будет очень интересно. Конечно, кайфец. На пляже никого нет, ребят. Вообще красота. Это редкий случай, когда вот так вот ты приходишь, а на пляже ни души. Ну, кроме тебя. А время сейчас уже прилично. Вот, это далеко не самое утро. Так сейчас будем кайфовать. Яна, а где мы сейчас находимся? Мы на территории какого-то 5-звездочного отеля. Ну, в целом заметно, да? Так, все аккуратненько, ухожено. Один из немногих отелей, который здесь, видимо, имеет частный пляж. Ну, как частный. Имеет свой пляж, на который можно прям с отеля выйти, потому что в основном людям приходится ходить. Ну да, а посторонние могут сюда как-то попасть? Ну, я так понимаю, что только нашим тайным путем, Да. который мы никому не расскажем. Да. Ребят, вы тоже, пожалуйста, никому не рассказывайте, как мы попали на территорию частного сектора 5-звездочного отеля. Вот. Но это все только для того, чтобы найти крупную рыбу. Все ради этого. Смотрите, тут раздолье для детей. Такие природные, как бы их назвать-то? Ну, детская площадка, да, с такими здоровыми камнями, по которым можно лазить, прятаться. Вот, такие объекты для игр. Ну, вообще огонь, да. Очень красиво здесь, ребят. Ребят, я выплыл, но мне кажется, я чуть не сдох. Вот. Там, если между камнями, ну или около камней пытаться с камерой шнырять, ну там же вся рыба, правильно? Вот, то волной подбрасывает вообще, будь здоров. Но я надеюсь, как бы вас не укачает, когда будете смотреть этот ролик. Вот. Потому что качка сегодня очень солидная, ребят. Ну, там дальше-то, если отходить, не так сильно. Просто вот здесь вот ближе к берегу, да, там и о камни волна ударяется. Вот, и, конечно, пипец вообще. Ну и вода мутноватая, я надеюсь, вы рыбу-то видели. Я потому что рыбу видел, рыбы довольно-таки много. Вот, и попугайчиков видел, там еще каких-то голубых видел. Там. Сложно было понять, но главное, что рыба есть. Вот. Ну, прикольно. Вот. Скорее всего, надо тут пробовать с доночкой. Вот. На креветочку забрасывать. Вот. Потому что, ну, размер рыбы такой, как бы там до килограмма где-то. Вот. Как раз, наверное, самое то будет. На такой крючок где-то там 6-4, может, размера. Вот. Короче, наверное, больше не ставить. Но мельчить тоже не стоит. Рыба очень резкая, крючки разгибает и плохо сечется, если крючок маленький. Вот. Ладно, будем пробовать. Но сегодня главную разведку провели. Вот. Рыба есть. В принципе, если на донку ловить особо большим грузом особо не помешает. Такой ветродуй.
Вот, ладно, пойду, ребят. Честно слово, запыхался, возьму какого-нибудь кокосика. Вот, попью. Вот, дальше, наверное, пойдем перекусим. Вот, но заодно вам покажем, что тут дают в местном меню. Смотрите дальше. Если у вас возник вопрос, что за полоса у меня на лбу и по всему лицу, то это следы от камеры, от маски, ребят. Волна захлестывает, просто пришлось поплотнее маску дотянуть. Видимо, поэтому такие глубокие следы остались. Ну ладно, все пройдет. Вот. Ну, веселый сегодня день. Солнце облаками подзатянуло, но прикольно то, что все равно очень тепло. То есть я вот стою, меня ветерком удувает, и вообще ни капли не холодно. Это, конечно, дорого стоит. Вот. Никакие костюмы водолазные не нужны. Вот. Я вам сейчас покажу, я вот на ноги натянул. У меня вот такие вот гермо-носки. Вот. Ну, чтобы не натирали ласты. И вообще, ребят, все замечательно. Ну, маска обычная, я, в принципе, вам уже показывал. Вот. Но ласты прикольные. То есть, если будете на Пхукете, да, и решите в Декатлоне приобрести ласты, я вот вам рекомендую купить серию 900 FF. Double F. Вот. А такие на ноге неплохо сидят. Вот, и довольно-таки мягкие, грести удобно. Вот. Но если у вас нога не такая худая, как у меня, вот, то, конечно, лучше какой-нибудь регулируемый ласты берите, потому что вот эти узковаты, вот, будут вам поджимать. Ну, не сильно, но поджимать будут. Ну, можно, конечно, все это дело прогреть, растянуть и так далее, но вряд ли будет желание всем этим заниматься. Вот. А так прикольный комплект. Вот. И использую такие вот еще затычки для ушей. Вот. Они на веревочке, чтобы не терялись. Очень удобно. На шее висят, в воду зашел, затычки воткнул и поплыл. Вот. Очень хорошо спасают, если вы в воде голову крутите влево-вправо, то уши обязательно будет заливать. Вот. А с этими штуками очень классно. Ничего вам не мешает. Вот. Чисто наслаждаетесь, так сказать, подводным миром, да, и подводной жизнью. Вот. Ну и все это у меня в такой сеточке. Вот. Я когда все это соберу, вам тоже покажу. Кстати, ребят, если вам еще на Пхукете детские маски потребуются, вот такие вот продаются в Декатлоне на Пхукете. Вот. Очень прикольные, проверены, вообще не пропускают. Вон, Бубочка. Бубочка, тебе маска понравилась? Вот, Бубочка. И ласты понравились. А ласты мы тоже купили в Декатлоне? Да? Ребят, и вот такие ласты. Но вы не обращайте внимания на их форму, потому что Лана только что ими копала. Мы потом их выпрямим. Вот. А так вполне себе очень комфортные. Ребят, и вот такой чехольчик купил, правда, не в Декатлоне. Есть магазины для дайверов. Вот. На мой взгляд, очень классно. Ну, соответственно, с ремешком. Забросил, лучше вот так вот через голову. Туда еще в сетку напихал, что нужно. Вот. И пошел искать рыбу. А еще, кстати, на этом пляже под ногами хрустит песок. Очень прикольно. Ребят, кстати, если вы хотите, чтобы я что-то разыграл, да, хотите поучаствовать в каком-то конкурсе, вот, и у вас есть идеи, пишите. Я с удовольствием все это дело рассмотрю. Мне очень приятно, что от вас идет обратная связь. Вот, и таким образом я бы с удовольствием вас бы отблагодарил. Вот, еще раз огромное спасибо всем за подписки. Вот, ребят, вообще, вы крутые. Огромное спасибо, двойное спасибо тем, кто пишет мне комментарии, дает советы, подсказывает, что за рыбу я поймал. Потому что действительно, я поймал рыбу и пытался найти в интернете, кто это. Вот, ребят, никогда такую не видел. А оказалось, что это зубастая или волкозубая, да, как вот один из моих подписчиков ее назвал, сель. Вот, и это довольно-таки редкий вид, оказывается, попался. Я в тот момент даже не знал, вы представляете, это была огромнейшая редкость поймать такую рыбу. Вот, а я ее поймал, мы из нее сделали барбекю. Вот, я сказал, что она костлявая, очень невкусная и совершенно не прикольная. А это, оказывается, был подарок судьбы, и второй раз, возможно, я поймаю такую рыбу еще не скоро. Да, поэтому спасибо вам огромное. Вот, и за то, что смотрите мои ролики. Вот, мне, ребят, действительно очень приятно. Вот, я надеюсь, что в дальнейшем я смогу записывать все более и более интересный материал, вот, потому что планы действительно грандиозные. Вот, на текущий момент большой катер в сервисе. Ну, перед выходом мы его протестировали и так далее, проверили. Вот, но мотор давно не обслуживался, поэтому надо поменять всякие сальники, прокладки, проверить давлением и так далее. Вот, и можно будет уже потихонечку выходить в такую, знаете, круизную рыбалку.
Ребят, ну мы будем продолжать сегодняшний день. Вот. Вы, пожалуйста, не отключайтесь. Вот. Дальше мы обязательно покажем вам, чего дают в местных ресторанах. Вот. Так что смотрите дальше, будет интересно. Ребят, конечно, попить вот именно минералки на Пхукете — это на самом деле большая редкость, потому что в магазинах в основном продается просто обычная вода. Они называют ее mineral water, но там минералов как таковых нет, то есть это просто обычная фильтрованная вода. Вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Но вот именно минералка нам привычная, да, такая как там Ессентуки, там Рачалсу и так далее. Вот. Это большая редкость, видимо, отсюда в том числе и такой ценник. Как она, Русь, минералочка? Первая за последние полгода, примерно. Ну, я мечтал, на самом деле, попить минералки. Вот, ребят, реально очень хотелось, потому что даже привычка такая сформировалась, что для здоровья надо там в недельку хотя бы бутылочку минералки выпивать. Вот. Здесь обошел все магазины, ее просто нет. Я не знаю, где они берут. Вот. Попытаемся запомнить производителя, может, найдем. Но это место рекомендуем всем. Вот. Есть и классный пляж. И места для снорклинга и слева, и справа, и можно с камней пойти порыбачить, вот, и в ресторанчик прогуляться, территорию убирают, вот, даже сейчас как бы уже вроде как не сезон, вот, народу стало довольно-таки мало, но мы видим, прям постоянно проходят, убирают. Вот. Если кому-то будет интересно, вы пишите, я вам точку отправлю, что за отель, вот, не искали. Смотрите, какой бубочки купили, классный халатик. Ну это, знаете, такая халатик-полотенце прикольное с капюшоном. Вот, она в нем переодевается. Вот, вообще обалденно выглядит. Такая веселая девчушка, да, Ланочка? Русалка. Ты русалка? Ну понятно, понятно. Да. Видим хвост. Молодец, Ланочка. Смотрите, с каким удовольствием Яночка трескает, как кокосик. Да, ребят. Ну вот тут на вот этом закрытом пляже кокосы реально обалденные. Ну, конечно, возможно, просто повезло, потому что в Таиланде бывает так, что ты можешь прийти в самый такой ресторан, а тебе там тухлый кокос принесут. Ну, маловероятно, конечно, но это прям вообще такой, бомбезный. да, слегка не свежий, как бы, это вполне возможно. Да. Ян, нравится тебе вообще на Пхукете? Мне великолепно. А хочешь, я тебя приглашу в ресторан в 5-звездочном отеле? Да. Можно. Согласен. А хочешь, сегодня приглашу? Сегодня? Да. Согласна. Да, ну ладно, ребят, мы вам уже говорили, что собираемся в ресторан. Наверное, вон там. Ребят, пришли мы на территорию ресторана. Смотрите, какой необычный. Столики, получается, по периметру. По центру бассейн. Но это не просто бутафория, реально народ плавает. Тут лежачки. Вот. Если кто хочет продолжить, так сказать, пляжную вечеринку, вот, может вот здесь внизу присесть. Ну и рядом бар. Ну вообще очень прикольно. Мне нравится. Вон там еще, кстати, дальше, смотрите. По лесенке, если подняться, вот, там еще получается территория ресторана. Ну, выглядит все солидно. Молодцы. Ну, ребят, принесли меню. Смотрите, пройдемся по известным позициям. Греческий салат 380 бат. Это где-то по текущему курсу где-то 900-950 рублей. Пицца Маргарита 420 бат. Это больше 1000 рублей. Я вот думаю, ребят, заказать себе туна Black Pepper. У нас все-таки рыболовный же канал, правильно? Чтобы побольше рыбы было в ролике. Вот. Возьму себе вот это блюдо с тунцом. Попробую. Возник вопрос. Соленая или пресная вода вот в бассейне за мной? Море-то, по идее, совсем недалеко. Ну-ка, давайте-ка мы эту теорию сейчас с вами проверим. Ну-ка. Непонятно. Не, ребят, представляете? А вода пресная. Ну, в общем, не прикольно. Могли бы налить и солененькую. Было бы, мне кажется, вообще обалденно. Представляете? Вышел с отельчика, если неохота, ветер дует с волнами, там бороться. Залез в соленую воду в бассейн, да кайфуй себе. Кокос приносит еду прямо на место.
Взяли, налили зачем-то пресную воду. Ну, в общем, видимо, мне этого не понять. Смотрите, кого мне принесли. Тунца. Мне Вообще кажется, обалденно приготовленный. мне кажется, он не так сильно выглядит вкусно. Очень вкусно выглядит. Вот смотри, он получается слегка так вот прожарен с разных сторон. Вот, а в центре он такой сыроватый. Вот, это все в перчике, ребята. Острое? Начали вкус перчика. Потом... Ребят, ну... настолько необычно, очень вкусно. Но я ждал почувствовать вкус рыбы. А вкуса рыбы нет. Странная история, но я уверен, что это все-таки тунец, но приготовлен вообще просто изумительно. Аланочка заказала себе тыквенный суп. Давай, пробуй. Что скажешь? Вкусно? А он перченый? Нет. Большая редкость. Ребят, в общем, тыквенный суп не перченый, тоже рекомендую. Ребят, смотрите, как Бубочка ест лимон. Я вас уверяю, он очень кислый, у меня аж зубы сводит. А она трескает его Вкуснятина. просто с удовольствием. Ужасно. Жуть. Ребят, принесли нам счет. Получилось на троих, мы взяли по одному блюду, 1506 бат. То есть на текущий курс это получается где-то около 4,5-5 тысяч рублей. Вот. Ну, в целом, бывало, конечно, дороже. Ребят, когда еще посещаете какие-то не очень дешевые места на Пхукете, обязательно уточняйте у них, включен ли в стоимость сервис, да, вот это обслуживание. Стоимости блюда. На всякий случай прибавляйте всегда 17% сверху, вот, чтобы в конце вас, как говорится, тайцы с улыбкой на лице не удивили. Вот, тем, что вам нужно на приличную сумму заплатить больше. Ребят, мы перекусили, ну вот, очень вкусно, но, правда, немного. Надеюсь, что данный ролик вам понравился. Спасибо огромное за подписки. Ну вот, желаю вам всем счастья, любви, здоровья. Вот. Еще раз на всякий случай напомню про грядущий розыгрыш 10 тысяч рублей. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь, вот, чтобы не пропустить свою удачу. Всем пока, до новых встреч!